это «Орел и решка». И мы прилетели к самому загадочному чуду света. Это пирамиды Майя. Я так уже жду, но, правда, боюсь. Знаешь, почему? Чего? Говорят, что рация мешает звуку. Рация очень мешает звуку. А чего он вообще тут стоит? Может быть, вырубим его нафиг? Один из них. Орел? Решка. Готов? Вообще-то нет. Подожди. Да что ты будешь делать с этим орлом? По календарю Майя. У кого-то конец света и конец финансов. А зачем это мне? Зачем это мне? Господи, все перепутал. Как вы уже поняли, это необычный выпуск «Орла и решки». Это «Орел и решка». Странный смех. Это спецпроект «Орел и решка неизданная». Мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Все, что осталось за кадром. Сегодня без обеда. Все, что было вырезано цензурой. Я вам сисю покажу потом в следующем кадре. С режиссером ты спал когда-нибудь? Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Это мальчик! Это Ронин! Еще больше историй. Еще! Еще больше «Орла и решки». Начнется такой замес! Сюда иди. Все, рабочий день закончим, да? Погнали. Погнали. Сезон «Орел и решка. Чудеса света» стал настоящим событием. Он стал самым красивым, самым ярким, самым захватывающим, Я поверить не могу. самым эмоциональным сезоном. За 9 лет такого у нас еще не было. Мы увидели, что в мире далеко не 7 чудес света. Мир полон чудес. Я король пустыни! Тити-кака. Нашими чудесами были и следы древних цивилизаций, С ума сойти! и неземные красоты природы. И громкие праздники, которые собирают миллионы людей. У нас даже было толстенькое и мохнатое чудо. И как же мы рады, что вы поддержали наш чудесный сезон. Спасибо. 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 Шлем каждому по сердечку. Целую вас в экран. Всем привет! Это «Орел и решка. Чудеса света». И с вами все еще Алина Островская и Антоша Зайцев. После вулкана Семера он немного не в себе, но продолжаем наше путешествие. Прежде чем увидеть чудо света, наши ведущие должны бросить монетку. Все думают, да, плевое дело. Сказали «Орел, решка», бросили и разошлись. Он нам пометил стартовую. В программе подброс монетки занимает 40 секунд. Но в жизни не все так быстро. Сначала ведущим нужно повесить на одежду микрофон.
Потом режиссерам нужно найти место для съемки, где никто не будет мешать ведущим. Мы приехали в Чэнду, чтобы увидеть панд. Знаешь, я уже подготовился к этому чуду света. Я готов увидеть панд, я обязан. Уйди отсюда. Узнаем, кто будет... Дальше ведущие рассказывают, куда они прилетели. Но не всегда это происходит с первого дубля. Хорош. Всем привет, это Орел и Решка. А это Алинушка Островская. И Антон... Зайцев. И Антон Зайцев. Запиши, можешь называть меня Колей. Мы прилетели в Камбоджу показать вам невероятный храм. И мы приехали к водопадам Игуасу. Только, извините, только сказал, вот идиот. Толика! Фу! Это Орел и Решка «Чудеса света». И мы прилетели... Извините. А ты знал, что каждый второй ведущий затягивает... И вы прилетели в Мексику увидеть пирамидой Майя. А почему такая тяжелая палатка? Палатка? Я догадался, потому что в ней рюкзак. Рюкзак. Я что-то тебя спрашиваю? А что? Это Орел и Решка. Странный смех. Чудеса света! И мы прилетели. Это Орел и Решка фальцет. И мы в очень узких брюках. Поэтому весь выпуск мы проведем так. Потом Алине и Антону нужно еще немного времени, чтобы нормально подбросить монетку. Ну ты как-то так подбрасываешь ее, она плашмя летит. Потом еще чуть-чуть времени, чтобы ее поймать. И потом еще несколько минут, чтобы разойтись каждый по своим делам. Красиво тебе умереть, амиго. Да как обычно в этом сезоне, все время я носитель $100, носитель информации, носитель вирусов. Носитель вирусов? А ты что, Паттайю не смотрела? Ух ты, гад! Чтоб вы понимали, она попала. Думаете, на этом все? Когда становится известно, кто из ведущих будет исследовать чудо света со $100, ему нужно время, чтобы переложить личные вещи в красный рюкзак. Разбираем презервативы, водичка, шоколад. Презерватив мне. Один. Знаете, вроде этот сезон называется не «Оди щадовые» и «Не умри, ведущий». Но сейчас для меня чудом света будет, если я доберусь наверх без травм. Чудеса света. Это только звучит романтично. Ветер! На деле этот сезон оказался самым трудным. Хочется умереть. Самым опасным. Нужно дышать. Голову обручем сдавило. Самым рискованным сезоном за всю историю «Орла и Решки». Вот просто ровный обрыв вниз. Для того, чтобы увидеть чудеса света, мы забирались в такие места, куда не каждый осмелится забраться. Скала Прикистулин в Норвегии. Шли. Гора Пачатата на озере Титикака. Японский вулкан Фудзияма. 3776 метров! И вулкан Семеру в Индонезии. Короче, опасно для жизни снимать программу «Орел и Решка». Но мы так не считаем, например.
Для такого экстремального сезона мы собрали самую отважную команду – «Чудо-команду». Наше первое чудо – Ванечка, режиссер. Иди сюда. Это наш режиссер Ваня. Ваня с нами, потому что он ничего не боится Меня кто-то ест. и потому что он трудоголик. То есть это вас не смущает? Нет, это рабочее место. Для сезона «Чудеса света» Ваня даже сделал себе чудо-прическу, чтобы на ней было удобно спать в самых неожиданных местах. Специально из Австралии мы позвали нашего самого опытного режиссера Ярослава. Вот такие у нас в Решке режиссеры. Нормальный чё. Нормально. А чё? Ярчик с нами уже больше 5 лет и знает, как найти подход к ведущему. Ну как? В трудную минуту к нам на помощь приходил главный по чудесам. Вот так вот главный режиссер заставляет нас выполнять его задачу. Он с этим всегда ходит. Вы бы видели, сколько рубцов у Пашки на спине, когда он не тот план снимает. Сережа, я все сделаю с первого дубля, честно. Сегодня без обеда. А это наш шеф-редактор Тася. С ней не страшно уплыть без оператора и гримера. Обращайтесь, чистка зубов. Для этого трудного сезона мы взяли новых продюсеров Тан-тан-таран. и подключили наших самых опытных продюсеров. Ну, с возрастом сувениры, конечно, меняются. Не те сувениры. Давид, это танец стариков для тебя, Давид. Кто там? Кто там? Это мальчик! Это Рон! Это Ронин! Какой он красивый! Но даже те продюсеры, которые работают с нами уже много лет, не выдерживали испытания чудесами. Ребята, нам не хватает чего-то экстремального в программе, говорю. Что там? Будешь в следующий раз сам кататься. Чудо! Я иду! Отдельно хотим сказать об ушах и глазах нашей программы, наших операторах. На этот трудный сезон мы взяли в команду совсем новых операторов. Знакомьтесь, это Паша. Прямо перед выездом на съемки он стал папой. А это Денис. Он 6 лет жил на Бали, серфил, катался на яхтах и тусовался. Но на сезоне «Чудеса света» их беззаботная жизнь закончилась. Привет. Будешь еще? Идем ближе. Паша, идем. Идем. Сюда иди. Сюда иди. Парни понятия не имели, во что они ввязались. Ходим, силы покидают нас. 10 килограмм за плечами. Камера в руках. И это идет уже 12 час. И так еще до самого захода солнца. Но новенькие оказались крепкими орешками и прошли все испытания чудесами. Если вы видели, что по ведущему лазали мухи, то они лазали и по оператору.
Если ведущий летел в вертолете без дверей, то оператор тоже, только у него в руках была еще и камера. Меня сносит вообще нормально. Если ведущий карабкался по скользкой отвесной скале, то и оператор лез вместе с ним. Если ведущего била по голове струя водопада, то и оператор мог вместе с ним. Если ведущий скакал на коне, то оператор тоже на коне. Если ведущий ходил по супермаркету, то оператор утрамбовывался в тележку Оператора купил. и в позе эмбриона снимал ведущего. Женька, прости за хребтину. Если ведущий пробовал какую-то гадость, то и оператор ее пробовал. В Гуйлине Антон поделился с оператором Женей вонючим сыром тофу. Вот, пошла вторая стадия. Отрицание, а потом ты придешь к смирению. Просто Женька уже неделю не был дома и вспомнил семью. А сейчас Женька изверг из себя сою, потому что он мясоед. И все соевое ему чуждо. Хочешь водичку? Прикинь, а я еще обоссанного ската ел. В общем, в какую бы дыру ведущий не лез, Мамочки мои, господи, как страшно. оператор лез вместе с ним. Забираемся сегодня на самую высокую точку Индонезии. 110 на 7. Забираемся. Это вулкан. Самый высокий вулкан на Яве. Только что взрывался. На GoPro я не снял. Снял на эту камеру. Видите все в передаче. Вот оно, извержение. Страшно. Хоть и надышался пыли вулканической. Это круто. 3660 метров. Благодаря испытаниям чудесами наши ведущие и операторы стали настоящими друзьями. Хороший мой. Давай руку. Они всегда поддерживали друг друга на съемках. Ты дрянь. Почему? Вот ты дрянь. Олежа, ты-то куда? Ты ж мой, ты ж белый, Олежа, Олежа. На! И всегда приходили друг другу на помощь. Муху бей лучше. Ты серьезно будешь снимать и не поможешь мне? Да. Ой, да. Я тебя прошу, ну положи камеру, помоги мне чуть-чуть. Паша, а на пант может быть аллергия, а? Смотри, а. Мне кажется, пантотрянка. Чешется, слушай. Паша! Паша! Ой, я такая в шляпе сижу. Смотрю на озеро Титикака, такая вся путешественница, такой флёр, приключений. Боже мой. Горящая чайка, да? Простите. Как всегда, в неизданном мы показываем сюжеты, которые не попали в эфир. Так, в программе об озере Титикака мы не показали, что Антон не умеет чистить картошку. Но у меня была всегда овощечистка. И еще одно удивительное титикакское чудо. Ребята, я приехала в абсолютно уникальное место. Единственное в стране, где поклоняются лингамам. Это храм плодородия, настоящее место силы для мужчин и женщин.
Так хочется съюморить, что я зашла в сад бывших. Ну, если честно, это место больше похоже на такой, знаете, сакральный храм грибников, которые приходят и просят у опят хорошего урожая после дождя. Но нет. На самом деле все эти опята, конечно же, символизируют фаллосы. Ну и выглядят они так же. Это развалины храма древних инков. Местные верят, что в этот храм надо приходить, чтобы забеременеть. И тут проходят мощнейшие ритуалы. Женский и мужской. Мужской, конечно, я показать не могу, поэтому мне нужен ассистент. Денчик, дай-ка камеру. Давай. Мужчина должен стать в углу храма, положить ладони на стены и вобрать в себя всю энергию фаллосов, которые есть в этом храме. Как ощущения? Хорошие. Так, хватит, нам еще 2 страны снимать. Сейчас наберешь слишком много, куда от тебя бегать потом? Ну а женщины проводят манипуляции вот с этим фаллосом. Чтобы провести женский ритуал, женщина должна привести в храм своего мужчину и залезть на самый большой фаллос. И потом вот так посидеть на нем и помолиться об успешном зачатии. Тем временем ее мужчина должен держаться за стены храма и направлять свою мужскую энергию в фаллос, на котором сидит его дама. Мой врач сказал, что я бесплодна. Мы пришли сюда, я посидела полчаса на фаллосе и через месяц забеременела. Сегодня мы пришли насидеть 2-го ребенка. Боже, я поздравляю. Пусть будет скорее 2-й у вас ребенок. Ну что ж, попытка не пытка. Через 9 месяцев проверим, случится чудо или нет. Ты снял это? Команду «Орла и решки» часто просят рассказать какую-нибудь интересную историю со съемок. Дело сделано. Я на великой китайской стене. Главное не терять лицо. В сезоне «Чудеса света» смешных историй было не сосчитать. Он для кадра забил меня в колодки, но не может достать гвоздь. Спасибо. Все, рабочий день закончен, да? Чтобы их не забыть, мы придумали новую рубрику «История со съемок». Снимай меня, снимай, а ты не снимай. Теперь мы будем рассказывать вам самые забавные и пикантные истории, которые с нами случались. Говорю, с ним сначала, не жопой, Стоп, вот же твоя история, привет. Едешь туда, да, вот, ты понимаешь? Одна история приключилась с нами на съемках в Токио. Антону досталась золотая карта, и он взял себе оранжевого монстра Босодзоку, чтобы прокатиться с ветерком по городу. Но не тут-то было. Он говорит только, что у него сломался кондиционер, поэтому... Удачи! Посмотрите на его футболку, какая она будет после машины. У нас с водителем игра, кто первый полностью вытечет и исчезнет, пока я лидирую. В общем, все 2 дня каждая поездка для Антона на машине превращалась в адскую парилку. Мы сейчас сдохнем от жары, Тася. В Иордании всем запомнилось, как для Алины устраивали экстремальное представление.
На поезд нападали бедуины и брали Алину в плен. Иду. Но это шоу чуть не сорвалось. Съемкам все готово. Пулеметы заряжены, ружья заряжены. Не открывается одна дверь между вагонами. Волшебная палочка у Алины. Алина, нужно сказать «экспекто патронус». Алина, отойди, пожалуйста. Съемки пришлось отложить на целый час, пока солдаты, они же актеры, не выломали дверь. Все, свобода. Можно снимать. А помните сюжет, как Антон плавал с опасными рифовыми акулами в Новой Гвинее? Нам хотелось снять, как страшные акулы красиво проплывают возле Антона. Но акулы оказались трусихами и вообще не хотели подплывать к Антону. Эффектно выглядит на фоне акул. Не двигайся, ты их отпугиваешь. Поэтому мы решили их приманить. Ваня, кинь эти креветки. Или что это, рыбу? Антон, я давно хотел бросить тебя тухлой рыбой. Да. Пишем? Да. Ой, спасибо. Режиссеры. А потом и местная жительница решила нам помочь. Что есть? О, вот. Вот теперь другое дело. Она меня за ногу тронула. Но самая эпичная история случилась с нами на съемках рыбалки на Амазонке. Сначала Антон утопил пойманную рыбу. Потом гида. Потом лодку. Чувак, мы сейчас умрем. И сам чуть не утонул. Рыбалку. Sorry, man. День явно начинался лучше. Чувак, она нас победила. Не, ну в целом я хороший охотник. Но вишенкой на торте стало то, что Антон утопил экшн-камеру. Чтобы спасти эксклюзивный материал, ребята сиганули в реку. Мы впятером с парнями с местной пропиской все ищем GoPro, которая на гарпуне. У нас перевернулась лодка, вместе с ней перевернулся гарпун, и на нем GoPro. И вот мы в Амазонке, которая теоретически кишит крокодилами и прочей тварью, сейчас будем искать. Пока. Технология очень простая. Ты ныряемый. Ныряешь, и я просто щупаю дно, потому что ты ничего, я деталей не различаю. Целый час мы ныряли в логово пираний и кайманов. И когда уже совсем потеряли надежду найти камеру, произошло чудо. Он нашел в Амазонке. Он нашел в Амазонке. Да, я за ним. Давай! Я казах там! Вот она! Он нашел ее! Он нашел ее в Амазонке. Батарейка села. Дочь твоя, Олеша. Давай. Так не бывает. Вот герой! Все фанаты нашей программы помнят, что Алина Островская изначально была ведущей морского сезона «Орла и решки». Лазурная водичка, белоснежные пляжи, купальники, много купальников.
коктейли, температура не ниже 30 градусов. Не работа, а рай. Сбылась мечта. Я на Мальдивах. Но потом мы позвали Алину в сезон «Чудеса света». И море выбросило русалку на берег. Все, иду. Блин, она прям посинела, мне кажется. Это так непросто. Я на каких-то морально-волевых иду. Блин, как больно было! Как ощущения, Алина? Ну как? Я на кладбище. Ливень. Мне холодно, я вся в грязи. Ножки принцессы. Надо как-то вымыть это до завтрашнего съемочного дня. Ну что, Алина, не скучаешь по морскому сезону? Я не в морском? А где я? Коля? Коленька? Я больше не хочу, я хочу в морской обратно. В сезоне «Чудеса света» Алина стала другим человеком. Ну и кто теперь опасность, а? Теперь Алина спит не на вилле, а дрыхнет, где придется. Алло, продюсеры? А у вас есть еще один ведущий в Мексике? Алина, хватит спать на нем, проходи. Он живее меня сейчас выглядит. Теперь в чемодане у Алины не купальники, а шерстяные трусы и пуховик. А в ее рюкзаке теперь всегда есть перекись и пластырь. Ты хотя бы подумай, знаешь, вот так сидеть с камерой, я тоже могу. А еще в сезоне «Чудеса света» у Алины в тарелке появилась нормальная орел и решковская еда. Куда? Да, это небольшая женская истерика, потому что я не хочу есть пятачка. Это же из детства любимый персонаж. Почему все такое невкусное? Куёк. Кто придумал, что я ем это блюдо? Кто? Просто фамилию. Чего ты не ешь никуя, скажи мне? Ну вот, я начала и пить, и ругаться. Хорошо, идем, «Чудеса света». Да ладно тебе, Алин. Скажи, ведь в этом сезоне тебе веселее. Тихо в саду, только не спит Островская. У Островской насали мыши во рту. Вот и не спит Островская. В этом сезоне мы поняли, что «Чудеса света» чаще всего находятся в диких местах, где трудно найти нормальный ночлег. Поэтому сезон «Чудеса света» стал сезоном экстремальных ночевок. Ты меня колбасит от холода. За 20 выпусков ведущий, которому выпадали $100, только пару раз переночевал в нормальных условиях. Все, я мыться. Это просто люкс, шик. Ай-не-не. Все остальные разы ведущий с рюкзаком не видел ни матраца, ни простыней. Алина чуть не окоченела от холода в палатке на Великой Китайской стене. Ощущение непередаваемое. Вместо подушки кирпич. Еще один.
В Иордании Антон спал посреди пустыни в бедуинской пещере. На Фудзияме Алина вообще не спала, потому что всю ночь поднималась на вершину. А в Новой Гвинее Антон ночевал на голой земле рядом с папуасами. Иногда даже золотая карта ничего не могла сделать с чудесами света. Алина околела в плавучем отеле на озере Титикака. У меня нос заложило. Здесь очень холодно. И из одеял тут вот эта маленькая простыночка. Простите, но я здесь спать не буду. Я просто утром вы приходите, а я лежу на озере Титикака. Сувенир. В амазонских джунглях Антон, как Маугли, карабкался по деревьям, чтобы переночевать в гамаке. Когда по-богатому, оно по-богатому. Ну вот, мой ночлег на ближайшую ночь. На высоте 3 метра. Как еще остановить вот этот маятник? Меня сейчас тошнит. Уже 20 сезонов прошло, а наши зрители все равно постоянно нас спрашивают. Вот если ведущий ночует в такой дыре, где ночует съемочная группа? О, здесь продюсер Марина Гранкина. Обалдеть. Вы думаете, группа оставляет ведущего, а сама переезжает жить в 5-звездочный отель? Нет, не переезжает. Вот вам вещественные доказательства. Дэн, Просыпайся, уже полдень. давай. Все проспал. 3 дня проспал съемок. Давай. Когда я всю ночь поднималась на вершину вулкана, вся команда шла со мной. Давай, Алинчик, последний шаг. Впереди у нас где-то 1,5 километра, но мы теряем кадры. Наш продюсер уже спит. Вы не можете стать нашим продюсером? Буквально на 1,5 километра. На высоте 3100 метров нашего продюсера Юлю подкосила горная болезнь, и она упала без сил. А вот как мы с ребятами ночевали в Иордании. Антон, скажи, где ты будешь сегодня спать? Ты будешь сегодня спать в гостинице или ты сегодня будешь спать в пещере бедуина? Я сегодня буду спать в пещере бедуина и пахнуть бедуином и козой. Если повезет. Посерединке место для меня. Я же все-таки режиссер. На гребе. Антон, с режиссером ты спал когда-нибудь? Как я попал на Решкова, пожалуйста. Но самая трэшовая ночевка была у нас в Индонезии. Пока я спал в палатке, Дэн и Яр ночевали в лагере. Проснулся сегодня здесь. Это был полный трэш. Он, в принципе, и сейчас существует. Это типа спальня на 30 персон. Холодно. Я сейчас пойду еще вам кухню с мышами покажу. Вон видно мышь. Это что, типа комфортные условия? Что будет дальше, никто не знает. Я ничего не могу сказать словами, могу только выразить танцем. В сезоне, когда ты каждый день то карабкался на действующий вулкан, то плавал с акулами, нервишки начинали шалить. Это же психоз. И чтобы снять стресс, наши ведущие вместо антидепрессантов принимали танцы. Танцевать! Еще, не останавливай себя.
Да, 6 утра. Я еще не спала. И не буду, потому что мне надо выстирать вещи на съемку, потом их высушить феном, сделать закадровую начитку и поехать на работу. Во время съемок у ведущих есть еще одна очень важная задача – начитывать закадровый текст. Известняковые скалы, об которые веками разбиваются. Конечно, в джунглях Амазонки профессиональную студию найти невозможно. Поэтому мы делаем студию сами. Выкладываем баррикады из подушек. Студия звукозаписи своими руками. Чтобы не было слышно, как пылесосят в коридоре или как орут попугаи, мы залезаем в шкаф. Курочка пестрохвосточка в птки выпестрохвостила в бытке своих пестрохвостят в бытка. Или прячемся под одеялом. Немцы считают, что это мега крутой развлечение. Гулять по ржавым конструкциям и ругаться матом, хотел сказать. Есть нюанс. Начитывать закадровый текст – это самое последнее, что хочет делать ведущий после тяжелых съемок. Откроем секрет, какая начитка к нам приходит. Начинаем начитку. На 916-м автобусе нужно добраться до города Хуайро. Это затерянный в горах участок китайской стены. Натирают смесями специй, медой и медой. Но посмотреть отреставрировать... Да что ж такое, там вроде разминала рот. Это выставка странной косметической, не пойми какой еды. Космической, господи, какой косметической, простите. Сорт называется Гудбрандедален. И делается он на острове коровьего и козьего молока. А, на основе, а не на острове. Господи, ребята, извините меня. Раз, начитка. Туристов на самый верх возят под... А спрятаться от дождя Австралия... Да что ж такое? Из Вальядолида я доберусь до бла-бла-бла-бла. Но почетное место царицы морей занимает, конечно же... боже мой, как я уже не могу, ребята, 4 утра. Вы видите это? Thank you, guys. Злые языки говорят, что в «Орле и Решке» все подстава, потому что у ведущих все аж слишком удачно складывается. Я могу тебе помочь. Мол, они слишком быстро находят, у кого переночевать, когда нет денег на ночлег, или слишком легко находят подработку в чужой стране, или ловят попутку с первого раза. Но у нас действительно такое бывает. В Норвегии Алина взмахнула рукой, и мы сами были в шоке, что остановилась первая же машина. Hello! А в Иордании Антон даже руку не успел поднять. Можешь голосовать. Давай. Я сам не понял, как это произошло. Еще нас постоянно обвиняют в том, что подброс монетки – это чистой воды разводняк, и золотая карта распределяется поровну. Ха-ха! Скажите это Антону, которому 4 раза подряд в начале этого сезона выпадало быть бедным. Я столько раз по бедному, что уже пора писать свой рэп-альбом. Ой, я аж вспотела немного. Давай, тебе нужнее, тебе еще рожать. Я уже ходячая реклама нищебродства. Ведущие кажутся везунчиками, потому что мы часто не показываем их неудачи. О май гаш! Ну, блин, это какой уже раз на меня какает животное? А их было полно в каждом городе, и никакой сценарий не мог их предвидеть. Например, в австралийской пустыне Антон с аборигенами перекопал полпустыни в поисках съедобных медовых муравьев, но так ничего и не нашел. Пытаемся исполнить главную мечту нашего главного режиссера Сережи — лизнуть попку муравья, но пока никак. На Большом барьерном рифе Алина прыгнула с парашютом, но из-за облаков так и не увидела чудо света. А в выпуске про большую панду Антон за кучу денег арендовал вертолет, но так и не увидел священную гору Эмей. Справа туман, слева туман,
Спереди туман, пилота уже по щиколотку в тумане. И полное ощущение, что ты летишь по другой планете. Планете под названием «Развод на бабки». Вертолет Антона попал в 100% облачность. С погодой не договоришься, ей чихать на наши планы. А вот какая непруха случилась с Алиной во Франции. Она заказала себе полет на воздушном шаре, чтобы посмотреть на замки Луары. Но уже перед началом полета стало понятно, что что-то пойдет не так. И с этим человеком мы полетим на... Ой, господи! Дальше все было, конечно же, именно так, как мы и планировали. Поднялся ветер и понес воздушный шар в противоположную сторону от замков. Но одного я не могу понять, где все замки. В итоге ветер унес и наш шар, и 1200 евро, которые мы заплатили. Думаете, на этом все? Дальше случилось то, что никакой сценарист даже нарочно бы не придумал. Это твой оператор. Круто. Это была фантастика. Первый раз летчика такой экстремальный. Все закончилось. Это не посадка, мы просто упали только что на воздушном шаре. Ребят, мы в поле. Подождите, подождите. А моя машина где припаркована? Хорошо, сверим. Ветер. Нам туда. Но если верить в чудеса, они будут случаться. Помните, как было на Великой Китайской стене? Ветер, дождь, град. А потом кто-то взял и развел тучи руками. И это явно был не наш редактор. Я хочу, чтобы вы это увидели. Скажите, а как можно по сценарию разогнать тайфун Фоксай, который накрыл Японию в день нашего приезда? А потом утихомирился на время наших съемок. Это дело рук чуда. Я смогла, я смогла, я смогла. А помните этот новогвинейский ужас, когда съемочная группа попала в эпицентр вооруженных протестов? Огромные клубы дыма сбивались вокруг нашего района, звучали выстрелы. Скажите, разве можно было запланировать такое? Мы здесь без связи, без интернета. Все магазины закрыты. Мы не знаем, когда мы вернемся к процессу съемок и вообще, когда мы сможем попасть домой. Мы верили, и чудо снова свершилось. В аэропорту сел военный самолет, на котором мы улетели домой. Это очень большой фарт, что мы сейчас сидим в этом самолете на чемоданах. И это самая невероятная история, которая с нами приключилась. Я хочу снять свою команду, сори. Больше нет куда там? Кто тут у нас? Там дальше уже... И Паша. Главный сценарий наших путешествий — это жизнь, непредсказуемая и удивительная. С неудачами и везениями, с приключениями, которые никак нельзя запланировать. Ну все! И я по щиколотку в чуде света. И пока с нами будут случаться неожиданности, которые не попадут в выпуск «Орла и решки», Так, она мне в лицо харькнула, блин! Посвящение в мир телевидения. Это не только страшно, но и чуточку унизительно. Так нас и берут, да. у нас будет еще много выпусков неизданного.
А почему за нами, куда бы мы ни приехали, везде следует Птушкин? Так что не пропустите. Совсем скоро. Наше второе чудо неизданное.